Всем привет! За моей спиной Альянс Стадиум. Сегодня Ювентус-Наполи. Легендарное противостояние севера и юга. Это вход на Курва-Суд. Здесь заходят самые активные фанаты Ювентуса. Но сразу должен отметить, что фанаты Ювентуса это не самые активные фанаты. Вот как бы свидетельство так себе организации, когда людям приходится ходить вот так. Хотя стадион у Ювентуса один из самых новых в Италии, был построен в 2011 году и вмещает 41 тысячу зрителей. Но, как по мне, стадион Ювентуса это один из наихудше спланированных новых стадионов из тех, на которых я был, и я вам покажу пару моментов. Это один из двух входов на центральную сторону, и посмотрите, какие очереди. Для новых стадионов это ненормально. Стадион имеет коммерческие площади, рестораны, супермаркет, торговый центр, что в принципе неплохо для стадиона, когда площади используются не только в день матча. Даже на Ювентусе в Италии атрибутика продается на улице. И да, в том числе вот эти траки, они очень популярны, и многие фанаты предпочитают перекусить перед матчем именно в них. Конечно же, так как стадион новый, присутствует музей и магазин. Тут даже есть медицинский центр Ювентуса. Интересно, тут ли разрабатывают допинг для футболистов старой сеньоры? Вход в музей Ювентуса. Это мой 51-й матч на этом стадионе, но я там еще не был. Хотя уверен, что там есть что посмотреть. Потому что Ювентус это самая титулованная команда Италии и одна из самых титулованных команд мира. Они более 30 раз становились чемпионом Италии. Они выигрывали Лигу чемпионов неоднократно. И я думаю, отчасти именно с этим связано то, что это или самая поддерживаемая команда Италии, либо одна из самых поддерживаемых команд Италии. Потому что люди, у которых в городе нет своей сильной команды, они хотят болеть за сильных и чаще всего выбирают Ювентус. Хотя, насколько я знаю, в самом Турине местные больше любят болеть за Торино, которая хотя не выигрывает, но вот как-то более душевно. То есть Ювентус это скорее команда жителей Пьемонта, то есть региона, в котором Торино, и команда людей вообще не из Пьемонта, а по всему миру его поддерживают и по всей Италии. Это название Game 7 напоминает мне, что именно в Ювентусе в свое время играл в том числе Криштиану Роналду. Большой новый клубный магазин. Я не фанат всей этой атрибутики, но для вас зайду, покажу, что там происходит. Вот люди до сих пор в футболках Роналду. Ну, вот такой вот он огромный, как для клубного магазина. Наверное, один из самых больших клубных магазинов, в которых я был. И я думаю, что вы можете найти тут абсолютно все с символикой Ювентуса. Официальные шарфики по 12 евро. Кстати, неплохо. В Италии часто их на улицах продают по 15. А бывает и по 20, и по 25. Вот эти футболки по 150 евро. Там качеством чуть хуже, есть по 129. Перед матчем, например, можно покушать в сетевой пиццерии, либо там есть Бургер Кинг. Я выбираю обычно какой-то из этих вариантов. Но сейчас, так как я для вас снимаю, надо не кушать, а уже загружаться на стадион. Я уже подобрался к северному входу, и, конечно же, тут тоже очереди. Помимо того, что Ювентус самая поддерживаемая команда Италии, она еще и самая ненавистная команда Италии. То есть те, кто не за Ювентус, они очень против Ювентуса. Во-первых, потому что Ювентус самый титулованный. Не любят тех, кто выигрывает. И часто они выигрывали за счет того, что, понятно, кто-то другой не выигрывал. И много разговоров, что Ювентус часто задействовал какие-то неспортивные методики для того, чтобы выигрывать. Будь то подкуп судей, других команд и так далее. Поэтому многие недовольны Ювентусом. Ювентус – олицетворение богатства. Это считается самый богатый клуб Италии. И им с 20-х годов владеет одна из самых богатых семей Италии, семья Аньели. Это хозяева Фиата. И, как вы знаете, богатых тоже не любят часто. А особенно не любят богатых бедные. И вот сегодня как раз приехала Наполи. Это олицетворение бедного юга. В то время как Ювентус это богатый, промышленно развитый север, то Наполи это такой бедный, народный юг. Тут вход в гостевой сектор. Здесь сегодня заходят неаполитанцы. Они славятся тем, что они очень горячие фанаты. Не очень организованные, но очень страстные. Ну и вообще, вы понимаете, южане это всегда очень пылкий народ.
Поэтому тут всегда много полиции, но во время матчей с Наполи особенно. Часто Ювентус переманивал игроков из Наполи деньгами. Из-за этого неаполитанцы очень не любят Ювентус. Но вообще, вы понимаете, для Ювентуса выиграть серию А – это обыденность. Ну, 9 раз подряд – да не проблема. А неаполитанцы выиграли ее всего 3 раза. Причем третий был в позапрошлом сезоне. Поэтому они очень поддерживают свой клуб и очень не любят Ювентус. Сегодня я захожу тут. Тут тоже огромные очереди, что опять же отвратительно, как для нового стадиона, потому что я был на многих новых стадионах, и там, ну, такого нет. А мой билет, я сегодня сижу за воротами, он стоил 55 евро. Я раньше сидел по центру, но там сейчас где-то по 120, как бы я решил, что, ну, в принципе, за воротами тоже можно смотреть футбол. Я пришел сюда за 36 минут до начала матча. На нормальный стадион ты заходишь за 5. А тут вот я смотрю на время и думаю, не опоздать бы на начало с этими очередями. Хотя, вы понимаете, ну, как бы стадион должен быть готов к тому, что тут солдаут. И тут часто солдаут. И вот так все плохо организовано. Выглядит так, будто бы эта футболка подписана лично Великим. Ни одного меня заинтересовал этот вопрос. Парень тоже только что проверял его подпись. Заходить буду по такой карте фаната Ювентуса. Глупо, что она без фотографии и приходится еще подтверждать личность документом. Хотя, честно говоря, я не фанат Ювентуса. Ну а что делать? Хочешь ходить на Ювентус, делай карту. Ну вот, например, кстати, по-моему, вот на эти места за воротами без карты нельзя купить билет. Ювентус — единственное место в Италии, где соответствие имени в билете с документом проверяют вот таким вот сканером. То есть прям вообще никакие махинации невозможны. Обычно просто смотрят скрин билета и сравнивают имя, а тут именно проверяют, чтобы еще это имя не было поддельным. Супер жестко. Борются со спекулянтами. Ну, конечно, с жидкостями и бутылками на стадион нельзя, даже не пытайтесь, ни на какой. Чтобы попасть на Ювентус, самая серьезная система безопасности, которую я встречал на стадионе, это стационарно. То есть на каждый, даже рядовой матч, вы проходите такие металлодетекторы, рамки, как в аэропорту. Контроль безопасности пройден, двигаемся дальше. Там проход на нижний ярус трибун. Тут еще можно докупить атрибутику, если вы это не сделали раньше. Ну и дальше проход на верхний ярус трибун. Ну, красота же. В Турине есть свой аэропорт, я как-то из него летал. Прямо от входа в стадион виднеются Альпы. Можно поехать покататься. Сегодня удивительно, что нет очереди, хотя обычно она стоит. Особенно, когда я ходил на центральную трибуну, там абсолютно все люди, которые идут на центр, упираются вот в 4 таких створки ворот. Ну, на самом деле 8. 4 с одной стороны, 4 с другой. И там огромные очереди. Последний гейт пройден, и я уже на территории стадиона. Это все заняло у меня 15 минут. В принципе, не самый худший результат, учитывая мой опыт на Ювентусе. Но, например, на переполненный стадион Атлетико Мадрид, который намного больше людей вмещает, я захожу буквально за минуту. Новый стадион должен быть комфортный в плане входа. Аллея звезд Ювентуса, но судя по количеству звезд, они считают звездами всех своих игроков. Ну и есть отдельно большие звезды для таких величин, например, как Джан-Луиджи Буффон. Я бывал на его играх лично. Табличка с достижениями Буффона в Ювентусе. Смотрите на количество скудетто. Вот еще рядышком Роберто Баджо. Тоже великий игрок. Кстати, одна из тех историй, когда Ювентусу помогли деньги. Это очень символично. Звезда Антонио Конте. А знаете, кто сегодня тренирует Наполи в матче против Ювентуса? Антонио Конте. Поэтому он будет сражаться против своего бывшего клуба. Вот трибунная зона. Тут можно купить еду, даже попкорн и атрибутику. Заходим на стадион. L'avete fatto sentire a casa, questa è casa mia e voi siete la mia famiglia. Grazie mille. Grazie Wojciech. Invitiamo ora. Это, видимо, процедура прощания с честным. Вот ему вручили памятный знак, футболку. Бывал на его матчах тут очень много раз. Легендарный вратарь сборной Польши.
гостевая трибуна Наполи. Не такая полная, как в тот сезон, когда они становились чемпионом, но они многие игнорируют матчи с Ювентусом, им не нравятся условия доступа. Я думаю, это в основном ребята, которые живут на севере и болеют за Наполи. Вот из Милана фан-клуб Наполи. То есть, наверное, местные не поехали. Далеко, неудобно. Вообще, у Наполи много фанатов, они горячо поддерживают свой клуб, но должен признать, что они не самые организованные. Они не входят в топ-5 фанатов, ну, на мой вкус. А там Курва Суд Ювентуса. Но должен признать, на мой взгляд, это тоже не топ-5 фанатов Италии. Все-таки это Северная Италия, богатый город, тут люди пресыщенные, спокойные, близко к Франции, то есть тут такой чуть-чуть французский даже менталитет. Поэтому да, они неплохи, но явно не топ. Кстати, я был на матче Неаполь-Ювентус, когда Ювентус проиграл 5-1 в Неаполе на гостевой трибуне с фанатами Ювентуса. Таким свистом встречают состав Наполи. Это скайбоксы. Тут сидят богатые фанаты Ювентуса. А у Ювентуса, думаю, много богатых и знаменитых среди фанатов. Смотрите, какие там шикарные условия. Я как-то сидел не в скайбоксе, но вот там вот по центру, там тоже мягкие кресла. В общем, круто. Перед матчем световое шоу. Конечно, оно круто смотрится, когда матч в темное время суток. Ягамото, новый тренер Ювентуса, призван оживить игру клуба. Представление футболистов представляют их карточками из футбольного симулятора. Раньше Ювентус воевал с FIFA и не давал даже свое название, назывался Пьемонте Кальчо, а сейчас они стали его спонсором. Все поют гимн Ювентуса с шарфиками. Фанаты Ювентуса кричат Юве, а фанаты Наполи кричат Мерда. Ну, типа, это дерьмо. Типа, и вообще, ну, очень часто, как бы, везде кричат, что Ювентус дерьмо. В общем, Ювентус очень не любят. В Неаполе даже я был, вот, например, на матче Лиги Чемпионов против немцев, но там все равно поют Ювентус дерьмо, как бы. Такая у них традиция. Я, как люблю, двигаюсь на самый верх стадиона. Там для меня лучший обзор. Играет гимн серии А, и ему тут всегда свистят, потому что очень не принимают те решения, которые серия А принимала против Ювентуса. Команды на поле, север против юга. Скоро начнется. Показали команду Вара, когда играет Реал, там обычно сидит Флорентино Перес. Сейчас была минута молчания в память о Тота, которую прервали фанаты Наполи своими криками. Фанаты Наполи абсолютно беспринципны. Я легко различаю фанатов даже без атрибутики. Вот, например, вот это типичный пьемонтец, а вот эти два парня, я уверен, фанаты Наполи. Начали. У обоих клубов новые тренера, известнейший Конте и набирающий популярность Ягамото. Посмотрим на этого противостояния. Наполи усилилась Ромеро Лукаку. Ну а про легендарного Кварацхелиа, я думаю, вы и так уже все знаете. Поют «Кто не скачет, тот неаполитанец». Вот эти парни не скачут. Ну а неаполитанцы посылают в ответ, конечно же, Ювентус. Противостояние Ювентуса и Наполи — это еще и футбольно-тактическое противостояние, потому что Наполи — это обычно яркий, открытый, атакующий футбол. Ювентус — это закрытая, позиционная, тяжелая игра. Я был на многих матчах Наполи в тот сезон, когда они стали чемпионами, и это действительно было приятно наблюдать. Это связка Хвичи, Кварацхелиа и Витера Осимена. Они творили чудеса на поле. Каждая игра была удовольствие смотреть, что они вытворяют. Я был на многих играх Ювентуса, и часто это не самое большое удовольствие. Ну хотя нет, я уважаю такую игру.
Важен результат. Команда имеет право играть, как она хочет, поэтому, в принципе, к Ювентусу претензий нет. В перерыве играет Олимпийский. Прям группа моего детства. Помните такую? 0-0 к перерыву. Нельзя сказать, что это неожиданность. Ювентус, как обычно, играет осторожно. Наполи пытается это все вскрыть, но пока нули на табло. А вот эта вот песня «Камон» как раз у меня ассоциируется именно с походами на Ювентус. Сейчас начинаем второй тайм. Закончили 0-0, в конце играет тим Ювентуса. Ну, счет не стал неожиданностью, как вы понимаете. После матча тоже играет тим Ювентуса. Смотрите, Антонио Конте в первых рядах побежал благодарить фанатов Наполи. Ну, красавчик. Ну и, конечно же, вся команда благодарит, кто приехал. Ой, вы видите, Конте пошел здороваться с фанатами Ювентуса тоже. Все-таки он в истории Ювентуса в том числе. И посмотрите, ему аплодируют. Его встречают, его тут по-прежнему любят. Несмотря на то, что 2 очка он у Ювентуса сегодня отобрал. Зебра, маскот Ювентуса. Так, ну давай, ну. Она должна была как-то обыграть с Конте. Протупила Зебра. Ну и футболисты Ювентуса, конечно, благодаря своим фанатам, обходят круг вокруг стадиона. Вот такие тоненькие, легкие, модерновые сидушки на Альянс-арене, на обычных местах. На випах там прям мягкие, крутые кресла. Вот эти 3 звезды символизируют, что у Ювентуса более 30 чемпионств серии А. За каждое 10-е чемпионство команда может добавить себе по звезде на эмблему. Ювентус единственный в Италии, у кого 3. Сейчас вот еще у Интера теперь стало 2. Ячейка 0-0. Ну, тоже неплохо, особенно для нефанатов Ювентуса. Неизвестно, кто будет навязывать Интеру чемпионскую гонку в этом сезоне. Ну, скорее, конечно, это будет Ювентус, чем Наполи, поэтому потеря очков ими обоими тоже неплохо. Фанаты Наполи будут сидеть на этом стадионе еще, я думаю, часа 2 после окончания матча. Я как-то был с фанатами Ювентуса в Неаполе на гостевой трибуне. Так там нас реально выпустили через 2 часа после матча. Все очень жестко. Безопасность на высшем уровне, потому что вы понимаете, что Наполи и Ювентус это достаточно злые враги. Вечерняя Альянс-арена. 3 звезды почти везде подчеркивают титулованность Ювентуса. Ну, как, собственно, сейчас у Интера везде 2 звезды подчеркивают его титулованность. Ну, а если вы уже вышли с трибуны, то покинуть территорию стадиона не составляет проблем. Это этот маленький фаншоп на территории стадиона. И вот, например, Тюрам — это интересная история. Когда-то Тюрам старший играл за Юве и блистал тут. Потом младший Тюрам, один сейчас играет в Интере. А его брат сейчас пришел в Ювентус. И когда будет дерби Италии, Интер-Ювентус, это будет очень интересная игра, где 2 брата Тюрама будут играть друг против друга, а отец, видимо, за этим наблюдать. И неизвестно, за кого болеть, но я думаю, что за того, который перешел в Юве. Большинство фанатов Ювентуса — это люди не из Турина, поэтому после матча огромная автобусная парковка, на которой людей будут развозить по всей Италии. Наверное, практически в каждом маленьком городке есть свой фан-клуб Юве. Ну и не только в маленьком, понятно. Вот из Чивитаново. То есть люди проезжают по 400 километров и больше, чтобы поддержать свой клуб. И это на регулярной основе. Чтобы сильнее понять противостояние севера и юга, надо понимать, что Италия была объединена не так давно в исторических масштабах. И раньше это были разные государства. И особенно юг. У них до сих пор свой язык, которые часто не понимают итальянцы, свои диалекты. Часто, когда встречаешь неаполитанца, спрашиваешь его: ты итальянец? Ну, когда кто-то не знает, откуда он, думает, что он итальянец. А неаполитанцы часто отвечают: нет, я не итальянец, я неаполитанец.
И вот много таких других противоречий между ними, поэтому это не только футбольное противостояние, это большое историческое и политическое противостояние. Северяне, например, часто говорят, что вот эта Южная Италия, это не Италия, это на самом деле север Африки. Ну, когда они говорят о менталитете людей, живущих там. И, в принципе, действительно, достаточно сильно отличается северный итальянец от южного итальянца. И даже я, не говорящий по-итальянски, но четко это вижу, понимаю и достаточно легко могу отличить южного итальянца от северного. Ну, так, с высокой долей вероятности. Даже когда они молчат. Просто по одежде, по внешнему виду, поведению. Еще пару кадров вечерней Альянс-арены. Но при этом, при всем этом противостоянии, люди тут адекватные. Видите, вместе может стоять фанат Неаполя и Турина, и все нормально. То есть тут не как в Турции, что на вас могут напасть за то, что вы не в той футболке находитесь. То есть люди в футболках Наполи спокойно двигаются после матча среди фанатов Ювентуса. Ну, понятно, что те, которые ультрас, которые на гостевой трибуне пока не двигаются, а ждут. Но в целом, если вы там не кричите, что Ювентус и не оскорбляете его, то никаких вопросов к вам не будет. Логистика общественного транспорта на стадионе Ювентуса ужасная. Что сюда я ехал в переполненном автобусе, в который уже не влезали люди, что отсюда, видите, эти все люди ждут автобуса, нет никаких дополнительных автобусов, как, например, у Торино. Есть трамвай, но он далеко отсюда. В общем, могли бы и получше как-то организовать этот вопрос. То есть неприятно не приезжать, не уезжать с Ювентуса. Такси от вокзала стоит где-то 25 евро. Это мое 69-е посещение Ювентуса. 49 вот тут вот на Альянс-арене. И еще 20 раз я смотрел Ювентус на 11 других стадионах. Это ужасно, так не должно быть. Полчаса после матча ждать этот единственный автобус. Ну, понятно же, что все будут ехать. Зачем так издеваться над людьми? Посмотрите на этот ажиотаж. Будут все именно запихиваться. Типичный автобус после матча с Ювентусом. Это не сразу после матча, когда там прям все заломились. Это уже час прошел. После матчевых автобусов своя атмосфера. Все смотрят футбол дальше. Уехать из Турина после матча обычно сложная задача, сложнее, чем приехать. Вот есть Порто Суса, это второй вокзал Турина. Электрички между Миланом и Турином ходят каждый час и стоят 12 евро. Это хорошо, но проблема в том, что последняя электричка из Турина уезжает в 9:15 или в 9. И на электричке уже уехать нельзя. Кстати, скоростной поезд Милан-Турин в день выезда стоит 38 евро. То есть на 26 евро дороже, но едет на 50 минут быстрее. Но я за 26 евро, в принципе, лишние 50 минут могу посидеть в электричке. Но у скоростных поездов цена динамическая. Если взять заранее, то можно, по-моему, за 14 или 18 евро взять скоростной до Турина. Это имеет смысл. Но я не люблю прям настолько заранее за месяц это все делать, когда, в принципе, на электричке тоже можно поехать. Поехать на машине Милан-Турин и обратно, это где-то 150 километров, обходится порядка 80 евро. Потому что дороги между городами платные, и за дорогу в одну сторону вы платите 20 евро. То есть 40 обойдется вам только оплата за дорогу, ну и плюс бензин еще, я думаю, 40 на 150 километров. Так что иногда я, конечно, на машине езжу, но это когда уже других вариантов нет. Приехал я в Турин на электричке, потому что у нее самое удобное расписание каждый час, а у меня сейчас супер плотный график. Это мой уже 10-й матч за 8 дней. Я приехал из Верона, с матча Вероны в 6 утра, и уже в 2 часа дня я был в электричке до Турина. Супер плотно. В Турине были в основном старые трамваи, но вот они, похоже, закупили себе таких новых хищников. Посмотрите, какой он сзади агрессивный. Место полноценного автовокзала, место остановки автобусов в Турине выглядит вот так вот. Но зато тут можно перекусить. Кстати, я сегодня съел только бутербродик в 2 часа дня на вокзале. И вот это, можно сказать, будет мой завтрак сейчас. Фалафель с водичкой с видом на автобус 7 евро. На автобусы Милан-Турин цена плавающая, ездит часто, если речь, конечно, не про ночные. Самый дешевый у меня был за 99 центов, самый дорогой, по-моему, где-то 45 евро.
в среднем где-то 5-15. То есть легче уехать днем из Милана в Турин, вот можно за евро, потому что много их едет. А вот ночью, вот эти, которые после матчевые, уже поезда не ездят, и вот тут цены могут до 45 евро взвинтить. Ну, мой сегодняшний стоит 16. Вот этот отвезет меня в Милан. Автобус, конечно, на 90% состоит из фанатов Ювентуса. Ну, так обычно после матча. На севере Италии все время что-то происходит. Только расстался с толпой, которая ехала с Ювентуса, а в Милане уже пересекся с толпой. Тут все едут с концерта Afterlife. Милан. Пол первого ночи. Этот город все время живет. Очереди, чтобы попадать в миланские клубы, не меньше, чем на Ювентус. Это все просто, чтобы зайти. И 24/7 тут снимают какой-то контент. Милан — это про постоянные съемки контента. Вот видите, вот даже вот в таких вот позах снимают. Это вот любовь называется, когда он тебя вот так вот снимает. Когда я начинал снимать этот выпуск, я уже знал, что у меня есть 500 подписчиков. Ну, не 500 тысяч, но 500 для начала неплохо. Вы помните, я вначале шутил, что если 20 человек будет смотреть мои выпуски, то уже повод их делать. Поэтому всем спасибо за то, что вы смотрите. Отдельное спасибо тем, кто подписан, лайкает, комментирует. Вы действительно меня вдохновляете, потому что вы понимаете, что посещать 15 матчей за 10 дней, а еще и снимать многие из них на YouTube не так легко, как кажется. Но ваша поддержка мне помогает. Спасибо.